My spirit fly, fly away. That's the only way to get that high. Как же красиво, белый песочек, просто кайф. Как же мне хочется сюда, вот этот отель. Тысячка, смотри, даже я влюблена в этот отель. Я в другой уже больше не поеду. На самом деле я сейчас прилетела в отель Доминикану. The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side. It makes me shine. Всем привет! Сейчас мы находимся в отеле в Велике, который называется Регнум. Сейчас начнем знакомство с этим отелем. Наше знакомство с отелем начинается сразу с обеда. Все голодные, уставшие. Вот мы сейчас пообедаем, наберемся сил и продолжим знакомство. Так, ну что, давайте посмотрим, чем кормят в Регнум. Жареные овощи. Так, это у нас все к макаронам. Будем открывать. Так, есть гречка, вареный рис, вареный картофель, отварная курица, вареная телятина, вареные овощи, фасоль. Это, я так понимаю, диет-стол. Отлично для деток. Пиццы. Мороженое. Мороженое очень хорошее. Эта фирма очень вкусное мороженое. Макароны, различные к ним добавки. Так, посмотрим, что у нас здесь. Курица. Это заливка. Так, это у нас все запеченный картофель, лук, перец, жареная рыбка в кряле, плов из булгура, картофельное пюре, баранина, рис, картофель фри, что-то жарят, что-то вкусно. Так. Это у нас ребрышки бараньи. Куриный шашлык на гриле. Рыба на гриле. Жарят стейки. Лососи. Так. У нас какая большая индейка. Супы и салаты. Все. Бассейн 1800 квадратных метров, самый большой из многих наших бассейнов, и он сейчас уже подогревается, то есть он подогревается в зимнее время и в межсезонье. Запах сосен просто нереальный. Пройдем пешком, как гости ходят пешком, обратно подъедем на баги, как гости подъезжают на баги. Здесь ставят шезлонги, и гости могут в таком релакс-зоне отдыхать, а там, если отсюда видно, уточка с выводком, гуси маленьких участков. Adventure парк, который оснащен 32 разными элементами, среди которых стена для скалолазания, площадка свободного падения, Типа панда-парк. зиплайн. Ну да. И это бесплатно, да? Это платно. Но эта плата более условная, где-то 7-8-15 евро за участок. А если все участки, то действует скидка, по-моему, 45 евро за все участки. Тайский а-ля карт. Вот он. Под деревьями. 20 евро стоит, он платный. Очень замечательная дорожка, солнышко не печет. Идешь под навесом, все продумано. Обратно можно доехать, ну и обратно, и туда до пляжа можно доехать на байке. Честно сказать, это здесь такая шикарная территория в этом отеле. Просто, я не знаю, на камеру это, наверное, невозможно передать, но поверьте, мы много в каких отелях были и где только не были. Я могу сказать, что это самая шикарная территория, которую я только видела. Настолько все ухожено, настолько все красиво, ну, просто восхитительно, просто супер. Стоим в пробочке. Опять расскажу вам про iPhone. В общем, вот он, мой утопленный iPhone X, который мне достался от Жанульки. В общем, забрал я его из одного сервисного центра. Там цены подороже были, поеду к своим знакомым ребятам. Они мне подешевле сделают. Но посмотрим, может быть, я еще сделаю. У Apple есть такая расширенная гарантия, то есть вы доплачиваете деньги
и просто даете свое устройство, и вам такое же новое дают. То есть, если по гарантии проходите, там по времени, по срокам, посмотрим, может так сделаем. Но лучше никогда не окунайте свои айфоны, телефоны, даже мыть их нельзя, потому что здесь через динамик попадает вода. Вот это вот IP68, который всех вводит в заблуждение, что телефоны водонепроницаемые. Нет, они просто в пыли, влагозащищенные. Вот. Посмотрим, сейчас будем, если будем в мастерской, может быть, откроют, посмотрят, покажу вам все внутренности, как все там было. Вот, и смотрите, еще такая рекомендация важная от меня. Если вы вдруг утопили любой телефон, в принципе, да, и в том числе и iPhone, то, конечно, лучше прям сразу найти сервисный центр, где вам его вскроют. Вот, и не просто скроют, просушат, потому что когда просто просушить, там все равно будет ржавчина, коррозия пойдет, ну, то есть испортятся детали. Нужна специальная ультразвуковая ванна, ее окунать туда в щелочь, под ультразвуковой ванной из айфона все жидкости выходят, тогда вам ремонт дешевле будет. Так что вот такие вот рекомендации. Не мойте, не окунайте, просто влажными салфетками и ни в коем случае не снимать под водой. Вот так вот iPhone нас вводит в заблуждение, вернее Apple. Все, я еду в сервис. Yeah, we got the summer forever. Здесь арена, здесь проходят концерты, всякие шоу профессиональные. Здесь выступают многие известности: Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, разные из разных стран приезжают, дают концерты. Но выступают они только в летний период, зимой, к сожалению, здесь только если самим можно плясать. You're looking just a little too hard at me, standing just a little too close to me. You're saying not quite enough to me. You're sipping just a little too close to me. Ресторан бразильской мясной кухни, как он прямо на глазах заплёт. В прошлом году его открыли, и вот это уже прямо Там находится, мне просто рост не позволяет, находится ресторан мясной бразильской кухни. Смотрите, какой прикольный витамин-бар. Можно сесть на качельке. Hello. Попить сок. Супер. Это вообще прям кайф. Да, пока этот отель у меня фаворит. Ну, посмотрите, какая красота. Как будто не в Турции. Как будто это просто... На самом деле я сейчас прилетела в отель Доминикану, где белый песок. Нет, шучу, я в Турции. Смотрите, какая красота. Смотрите, как же красиво. Белый песочек, просто кайф. Он не нагревается, кстати. Я влюблена в этот отель. Так что, Кися, знай, следующий наш отель будет обязательно этот. Я в другой уже больше не поеду. Так что ставьте нам много лайков, много комментариев, много на нас подписывайтесь. Тогда мы приедем отдыхать в этот отель и покажем вам его со всех сторон. Spirit fly away. That's the only Вчера Жанечка встретила, она так устала, она там всего лишь несколько часов ночи поспала, у них ранний вылет был, и пока долетели, она вообще никакущая, просто в машине раз и отдыхала, поэтому ничего уже не снимали вчера. Вот, и спасибо за вашу обратную связь, очень приятно, столько комментариев, все прям пишут, снимай Москву, да, сейчас Москва ее прям украшает, наряжает, во всех новостях показывают, будет очень красиво, и надеюсь, мы поснимаем для вас. На МКАДе и так все моргает диджитал экранами теперь, которые баннеры старые ушли в прошлое, сейчас современные диджитал экраны мы размещаем. Это вот то, чем я занимаюсь 15 лет, вот такими экранами, сайтами, интернетом, радиорекламой, что у нас звучит все время здесь из приемника. Вот. Но скоро, через 5-10 лет, это мои прогнозы, то такого радио уже не будет, оно уйдет в прошлое. Сейчас Яндекс.Авто везде ставит, и будет цифровое радио, то есть и Яндекс будет уже через цифровые каналы, через свои подменять рекламные модули. В общем, радиореклама перерастет в диджитал информационный. Это вот 100% в машинах, да, где-то там еще на приемниках дома оно останется, а вот в машинах это все перерастет в цифровой вид. И будет интернет в машинах во всех, уже сейчас он практически везде есть. Вот, а будет прям абсолютный тотал цифровизации. Ну и, конечно же, московские Дубаи, Москва-Сити.
Как же мне хочется сюда, вот этот отель. Кисечка, смотри, даже сердечко есть. Нам точно сюда надо. Будем с тобой фотографировать друг друга на фоне сердечка. Сели на машинку. Сейчас поедем по территории на машинке. Есть рядом соседний отель, называется Зинеп. Этот отель в том году купил хозяин Редмина. Вообще в дальнейшем планируется снести там все и построить новый отель. Но пока у них не получается договориться о новых построениях, поэтому сейчас он продается как Зинеп. И, конечно, сервис там улучшился по сравнению, что было раньше. Поэтому рекомендую, природа здесь хорошая, и я думаю, в Зинепе тоже комфортно. Астрономов. Представляете, детский клуб работает до 2 часов ночи в этом отеле. Так что можно ходить на дискотеки. А мы сюда приехали с вами не даром, а чтобы посмотреть. Едем смотреть виллу. Конечно, мы воспользовались случаем. А вот там въезд уже на гольф-поле. И открыли буквально на прошлой неделе новый ресторан Steakhouse, который называется Шеф-Кет. Без света? Сейчас мы включим это. Вилла просто шикарная. Отдельная кухня. Не представляю, сколько это стоит. Они очень редкие, но натуральные дерево используется. То есть натуральный камень, мрамор. И скажите, насколько стоит? Это вилла на 3 спальные комнаты. Здесь 6 человек максимально могут. 6 взрослых плюс 1 инфант размещаться. У всех вилл свой бассейн. То есть вот те номера, между которых мы проезжали, где проплывал гость. Это были номера не виллы, это были номера гольф-клуб, гольф-фэмили, у них общий бассейн. Свой бассейн собственный. Свой бассейн, своя территория. Закрытая территория. Что там? Представляете, это вилла, которую мы смотрим в сутки, стоит сейчас в октябре 2100 евро. То есть, если вы едете на 10 дней, вы заплатите 20 тысяч евро. Я же 21. Ой, извините. Нет, это одноэтажная. Двухэтажная это Кинг. А мы с вами Кинг смотрели, да? Мы смотрели, я не помню какую, но какую-то большую тоже. Там заборчик. Какие высокие кровати. Это мы Барон смотрели. Барон вилла, точно. Вот, Барон. Да. А здесь уже и заборчик. Первая комната. Это вот самые, скажем, старые виллы, потому что все остальные виллы строились на 2 года позже. А таких всего Да, вот в этих двух комнатах только душ, туалет, а ванная и... Косметика вся Булгари, крема, Не буду уже поднимать... парфюм даже есть. Поверьте, что все 3... Так. Есть сауна. Также на вилле есть даже сауна. Ванна. И душ. Вот. Гардеробная. Кись, я нашла тебе рабочее место. Смотри. Так что приезжаем сюда, в этот отель. Я отдыхаю, ты работаешь. А потом кись в сауну. Так что я выбрала нам отель на следующее лето. If you're looking for trouble, you better count on it. I will give you a struggle, give you a struggle. If you're looking for trouble, I am the needle who will push your bubble. Yeah. 'Cause I do. Через 40 минут по московским пробочкам, и мы на месте, на знаменитой Горбушке. Так, в общем, я приехал к Дане. Сейчас он все разберет, посмотрит и скажет, что лучше сделать. В
общем, мы решили не ремонтировать его, а просто с доплатой поменять на новый. Дали абсолютно новенький. Вместо белого я себе взял черный айфончик. То есть там у меня и экран полетел, и батарею надо было менять, и этот вибромоторчик. И получалось, что на самом деле по деньгам обмен на новый это будет намного эффективнее. Так что спасибо, Даня. Все быстренько сделал, прям день в день. И сейчас я поеду домой уже с новым айфоном, не буду ничего ждать. Так, я уже чувствую, будут вопросы поделиться с Даниным контактом в комментариях. Поэтому я в описании оставлю его информацию. Кому надо, приезжайте, сделает вам все по красоте. И Полька тоже свое стекло разбомбила, его раскусила, вернее. Даня тоже мне его стекло поменял, блин, совсем недорого. На самом деле по цене я, получается, поменял себе новый телефон. Это дешевле даже, чем в другом сервисе. Мне хотели просто ремонт сделать. Вот так вот, хорошо иметь друзей. Даня — это напарник моего брата. Они раньше вместе работали. Брат сейчас другими делами занимается, а Даня вот по-прежнему занимается сервисом айфонов, планшетов, ноутбуков, Apple, все остальное. Так, мне Даня с собой еще запасных наклеек дал, стекла эти защитные. Все, Дань, спасибо, давай. Счастливо. Все, теперь мои друзья и ваши друзья. Приходите к Дане, он вот все сделал. Это еще на горбушке, первый этаж. 150-й. Все, счастливо. Так, здесь на горбушке что угодно можно купить. И рации, и облигации. В общем, все, и все что угодно. В общем, ребята, лучше не мочите свои телефоны, и тогда не попадете на лишние деньги. Все, елочки наряжают. Новогодняя Москва, встречай нас. Ну и вперед по предновогодним пробкам. Домой. Мы сегодня еще елку хотели нарядить. Не знаю, успеем ли, не успеем ли с моими топлениями телефонов. Предновогодние пробки в Москве, это, кстати, вообще что-то особенное. Лучше вообще никуда не выезжать. If you're looking for trouble, I am the needle who will burst your bubble. Yeah. Смотрите, какая красивая зона гастролейшн. Какие лепестки. Если что-то захотите, вот этой вот девочке говорите. Лимонад, клубника в шоколаде. Все это при приветствии. Качельки. И что мне нравится, здесь нет такой помпезности, пафосности в этом отеле. Да? То есть все, отель очень хорошего уровня, но нет вот этого вот как в первом нашем отеле. Максимально натуральные материалы использованы. Живые цветы везде. Так, и в элемент в декоре, если где-то есть украшения, то оно тоже что-то из природы, вот, например, цветочки, листики, например, шишечки. Даже перед. Кстати, видно парк легенд. Это Это у нас номер Luxury Room. Это самая минимальная категория, ну, можно сказать, как стандарт, только Luxury Room называется. Ванна. Так, посмотрим. Душевая. это номера с боковым видом на море. И вот конкретно этот номер Гардеробная. И очень неудобно, что гардеробная выходит прям в ванну. Есть утюг. Два ребенка до 12 лет, либо 3 взрослых, 1 инфант. Инфантом считается до 2, ребенок до 12. Меню подушек в номерах, меню ароматов. Это Есть меню на ароматов, выбор. слышали? Предоставляется 3. Просто шикарно, красота. И море, и территория, и бассейны. Вечерами здесь, наверное, фонтаны включаются с подсветкой. Очень красиво. Набор для чая, кофе. Мини-бар здесь, вино, красное дело. Пиво, вода, конфетки. Безалкогольный напиток. Хочу сказать, что здесь везде очень приятный воздух. Вот он не сухой, не холодный. Может быть, за счет того, что зелень, но дышится в отеле очень хорошо, комфортно. Как будто очиститель воздуха стоит. Семейный номер. Все понятно. На последнем этаже, то есть на верхнем, только номера этой категории. Они ни с чем не коннектятся, они сами по себе. Подсказка на будущее, если какой-то номер
где больше, чем 2 комнаты. Межкомнатная дверь есть при любом раскладе, в любом случае. То же самое с санузлами. Если больше, чем 1 спальня, при каждой спальне, конечно, санузел. Гардеробная. Из гардеробной мы попадаем в ванную. Ванная, душевая. Что вы тут В в темноте? У меня нет 3-й руки. Комната с маленькой террасой. Здесь спрятанный телевизор. В общем, у всех есть террасы и возможность загорать, Здесь тоже не телевизор. выходя из номера. Скажите, а максимальное размещение? Здесь 5 плюс 1 максимальное 5 плюс размещение. 1. Ну, хорошее размещение. Так, посмотрим вид. Идем смотреть ресторан, который работает ночью. Как красиво, правда, темно. Ну, Нет, он сейчас работает. ничего не видно. Но видно, что очень красиво. Я не знаю, видно на камеру или нет. Но на телефон видно. Я просто снимаю, хожу, у меня 2 руки. Одна с камерой, одна с телефоном. Такого еще нигде не было. Вот смотрите, как я снимаю. В одной руке телефон, в одной руке камера. Вот, кстати, через телефон видно. Я закрываю дверь, кто Нет, не закрывайте. Здесь не накрыто поесть. Посмотрите, для того, чтобы быть всегда на связи, вы можете обратиться к нам через WhatsApp. В этом отеле был Путин, когда был саммит большой двадцатки G20. Вот, посмотрите. Барак Обама. Сейчас мы смотрим отель в Турции, в Белеке, называется Кая Палаццо. Ну, начнем осмотр. Ресепшн. Очень вкусно пахнет. Жалко, нельзя передать запах на YouTube. Смотрите, угощение. Конфетки. Лукум натуральный. Шоколад. О, нам подарочки принесли. Как приятно.